Всем привет! Вы на канале Простые решения. Рад вас видеть. Сегодня мы поговорим о мультиметрах. Как им пользоваться. Мультиметр бывает разный. В основном у них 3 клеммы входа. Одна это как бы типа земля, то есть масса, можно так сказать, нулевой провод для измерений. Крайний. Обычно на него ставят черный провод. И красненький щуп. Если сюда воткнуть, то здесь шинка находится. Можно мерить до 10 ампер силу тока. Если сюда, то измеряем все другие показания. Крайний нельзя делать вот так вот. Если поставить и попробовать ткнуть в розетку, будет страшное дело. Будет короткое замыкание. Ну что ж, приступим. На мультиметре много шкал. Это DC-V. Это, то есть, меряем постоянное напряжение до 1000 вольт. AC-V. Это переменное напряжение от 200 до 750 вольт. И также здесь знак Ома. Измеряется от 200 Ом до 2000 килоом. Или 2 мегом, грубо говоря. Также здесь присутствует DCA. Это, то есть, измеряем силу тока. Когда мерим 10 ампер, то переключаем вот сюда вот. Здесь написано 10 ампер. А так 20 миллиампер, 200 миллиампер и так далее. Также здесь есть проверять PNP и NPN переходы транзисторов. Для этого переходим сюда, он показывает коэффициент усиления. Также здесь присутствует генератор частот. Это для проверки действия, то есть усилителя, наушников, разницы нету. И здесь еще на этой бывает попадается, бывает нет, есть прозвонка. И также с помощью нее легко узнать у диодов, где начало, где конец, так скажем, где анод, где катод. Ну что ж, попробуем что-нибудь померить. Для начала давайте попробуем померить напряжение батарейки. Включаем DCV и 20 вольт, так как батарейка 1,5 вольтовая. Если точно не знаете, ставьте выше напряжение, разницы нету, мерит одинаково хорошо. Вот у нас одна батареечка. Зажимаем, видим 0, 1 и 2. И вторая батареечка. Ставим, видим 1,6 вольта. То есть мы уже узнали с вами, что эта батарейка разряженная, а эта заряженная. Еще раз проверяем. Почему здесь минус? Потому что черным проводом я касаюсь за плюс батарейки. Если поменять, минус исчезнет. Вот, видим 1,65 вольта. То есть батарейка заряженная. Пробуем еще. Также можно измерить переменное напряжение и даже в сети 220 вольт. Для этого переключаем указатель на ACV, то есть это переменное напряжение, и предел напряжения 750 вольт. Сейчас ткнем в розетку. Как видим, контакт слабый. 208 вольт. То есть даже не 220. Странно, конечно. 208 и меняется. То есть показывает. Никаких минусов, ничего нет. Здесь загорается указатель HV. Это высокое напряжение. Надеюсь, видно на камеру. Перейдем к измерениям некоторых радиодеталей. Здесь видим 2 диода и 2 сопротивления. Чтобы померить сопротивление, чтобы измерить, устанавливаем на 200 килоом.
Вот, нашли сопротивление, у нас получается 10 Ом. Ну, как видим, оно по мощности, видать, большое. Попробуем другое сопротивление. Я думаю, тоже оно низкого сопротивления. Ничего не показывает. Увеличиваем. Еще переключаем. Как видим, в нем вообще, по-моему, обрыв, и оно похоже, что не рабочее. Нет, что-то есть. 200 килоом. И то есть, получается, это сопротивление 66 килоом. Вот мы проверили. У нас два сопротивления. Одно 10 Ом, второе 66 килоом. Также есть у нас диодики. Для прозвонки диодов мы переключаем положение вот в это красненькое. Оно и прозвонка, оно и для проверки диодов. То есть можно проверять целостность проводов. Оно пищит. Сейчас мы проверим с вами диод. Для этого переключатель переключаем в положение прозвонки. И смотрим. Так, то есть звонится в одну сторону, в другую сторону не звонится. Видим, показывает 1. Меряем по-другому. Что-то показывает. Ну, вообще должен пищать, но не пищит. То есть получается, напряжение идет от красного к черному. Еще раз проверяем. Красного к черному. И осталось проверить генератор частот. Подключил усилитель. Сейчас продемонстрирую, как работает генератор частоты. То есть включаем в это положение. У нас вот такой 3,5 джек провод от усилителя. Как слышим, звук есть. То есть левый канал, правый канал. Все отлично, усилитель работает. Также можно проверить наушники. Да все что угодно можно ими проверить. В общем, мультиметр хоть и китайский и дешевый, но очень-очень хороший. Всем рекомендую. Стоит он порядка 200 рублей. 200-300 рублей. Надеюсь, видео вам было полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ожидайте новых видео.